Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об улитках. Что мы знаем об этих, на первый взгляд, медлительных созданиях природы? То, что она медленная. Так и говорят многие люди. А других, что ты медленный, как улитка. И домик у них есть, и рожки. Вот, пожалуй, и все. Но наша задача узнать как можно больше об этом удивительном существе. Поехали! Улитки – это живая форма, общеупотребительное название которой брюхоногие моллюски. Все эти формы жизни обладают наружной раковиной, а вот брюхоногих моллюсков с рудиментарной раковиной или полностью утративших ее в общем без домика называют слизнями. Ну а поскольку большинство брюхоногих обладает раковиной, улитками часто называют всех представителей класса. Огромное многообразие отражается как в форме улиток и их предпочтениях, так и в ареалах обитания. На сегодняшний день официально описано около 60 тысяч видов улиток, которые представляют примерно 80% моллюсков. Экспертные же цифры существующих организмов находятся в диапазоне от 40 до 100 тысяч видов. Известны до 13 тысяч наименований родов улиток, как ныне живущих, так и ископаемых. Улитки распространены по всему миру. Наибольшее число видов обитает в прибрежной зоне тропических климатических зон. По месту своего обитания всех брюхоногих моллюсков подразделяют на сухопутных, пресноводных и морских, а по типам дыхания на дышащих легкими и жабрами. Ну а оригинальность и необычность названий у этих животных обусловлены многообразием их видов, окрасом и строением, ну и конечно же фантазией человека. И нам обязательно нужно их перечислить и показать. Например, покемоны, собратья прудовика обычного, а не те, о которых вы подумали. Родные ареалы обитания расположены в Малайзии и Индонезии. Живут в условиях водоемов и болот. Покемоны поедают водоросли и способны устранять их сине-зеленые разновидности. Рогатые улитки неретины, другое название билайн. Ареал их обитания располагается в Южной Африке, достигают величины 1,5 сантиметров и живут они от 3 до 5 лет. Улитки спикси, они же эльфы, проживают в водоемах, расположенных на юге Америки. Живут около 5 лет, входят в семейство ампулярий. Они отличаются удлиненными усиками, отсутствием особой дыхательной трубки сифона и более высокой скоростью передвижения. Каурии, циприиды или улитки фарфоровые живут в тропических водоемах, а отдельные виды облюбовали Средиземное море. Отличаются многообразием цветовой гаммы и особыми фигурами рисунков. Улитка-зебра, она же неретина, популярнейший моллюск, содержащийся у многих любителей аквариумов. Полосатая и довольно крупная. Теломелания или оранжевый кролик. Столкнувшись с этим необычным моллюском, многие любители восторгаются разнообразию его видов, которые, кстати, мало изучены и далеко не все описаны. Природа основательно позаботилась о безопасности теломеланий. Благодаря необычной окраске они практически незаметны среди скальных образований, а особенно кричащая расцветка способна спугнуть хищника. Ахатины – самые крупные и популярнейшие из домашних улиток. Их еще называют гигантскими африканскими моллюсками. Существуют особи с раковиной длиной больше 20 сантиметров. Тело же может быть более 30 сантиметров. Ахатина – самый крупный сухопутный моллюск. С конца 18 века эти огромные улитки широко распространились по тропическим и субтропическим широтам планеты. На африканском континенте, а также в лесах территории Юго-Восточной Азии, где теперь живут эти африканские улитки, после того, как их сюда завезли. Они обитают на стволах деревьев. Среди брюхоногих моллюсков есть и очень опасные организмы. Так ядовитой является улитка конусная, жительница тропиков и субтропиков. Обнаружена она, конечно же, у австралийских северных берегов. Там много всяких ядовитых существ, о которых мы обязательно поговорим. Проживают в живых фрагментированных коралловых образованиях, в песчаных местах приливных зон. Доза яда, выделяемая при ее укусе, способна укокошить до 15 человек. Смерть
смерть наступает примерно через 30 минут после укуса. Но такие случаи происходят редко. И это хорошо, так как известной защиты от яда этой улитки не существует. А еще в северной части Австралии обитает и самый большой морской моллюск с раковиной – гастроподия или австралийский трубач. Рекорд длины панциря вида составляет 91 сантиметр, а ее вес около 18 килограмм. Средние размеры зрелой особи австралийского трубача достигают 70 сантиметров. Этот вид животных хищный, питающийся большими и не очень червяками. И хорошо, что не людьми, а был бы еще и ядовитый, многим бы австралийцам я бы не позавидовал. А мы переходим к строению улитки. Вряд ли такое существо — это домик, рожки и немного слизи. И мне кажется, это нечто большее. В теле улитки выделяют голову, ногу и внутренностный мешок, от которого отходит мантийная складка. Голова развитая, с головными щупальцами и глазами, расположенными в районе основания щупальцев. У отдельных видов органы зрения размещены на специальных глазных стеблях. Крупная по сравнению с телом улитки нога приспособлена для ползания, но может быть модифицирована для прыжков, плавания или зажима. Улитки передвигаются на нижней поверхности ноги, подошве, прогоняя по ее длине волны мышечных сокращений. Кроме того, эпителий ноги выделяет большое количество слизи, способствующих лучшему скольжению по поверхности. Мелкие улитки способны передвигаться за счет движения ресничек. Мантийная складка и нога заключены в выделяемую мантией известковую раковину, обычно закрученную в спираль или имеющую форму колпака. Независимо от видов моллюсков, раковины выполняют ряд жизненно важных для них функций. Предохраняют организм от обезвоживания, высыхания, защищают от врагов, ну и, наконец, предохраняют тело от травм. Различные рисунки на раковинах и их окраска являются одной из таинственных сторон жизни улиток. По поводу этого вопроса имеются лишь гипотезы. До сих пор непонятно, по каким причинам улитки, живущие практически в идентичных условиях с одинаковым рационом, при одном и том же освещении и режиме влажности обладают такими разнообразными панцирями. Одни поражают своей яркостью и сложностью рисунка, а другие совершенно монотонны и невыразительны. Рот улитки, радула, не совсем обычен и представляет собой мелкую терочку. Это мелкие зубки, насчитывающие до 25 тысяч единиц, приспособленную для перетирания пищи. По сути, это один, но большой зуб, отличающийся необычной остротой. Такая усовершенствованная терка из хитина успешно позволяет снимать и перемалывать мелкие частицы с различных поверхностей и использовать их как пищу. Иными словами, радула выполняет две функции – соскабливание и жевание. Так что укус улитки вполне реален, но для человека он безопасен, если улитка не ядовита и не размером с крокодила. Несмотря на малые размеры и кажущуюся примитивность организма, строение у этих милых моллюсков сложное, включающее органы, отвечающие за равновесие, осязание, обоняние и зрение. Да, глаза располагаются на окончаниях рожек и представляют собой глазной пузырь. Особое выпячивание телесных покровов. Глаз имеет хрусталик, к поверхности которого крепится зрительный нерв. Благодаря таким необычным глазам моллюски не только оценивают яркость света, но и видят на удалении в целый сантиметр. А кого это рассмешило, то спешу вас удивить. Улитки ощущают световые лучи не только зрительно, но и телом, где располагаются особые светопринимающие клетки. Улитки крайне восприимчивы к яркому освещению. Именно поэтому моллюски в большей степени активны по вечерам и ночам. Но кто повнимательнее, видел у улиток не одни рожки, а и вторую пару поменьше. Вторая пара рожек наших сегодняшних гостей меньшего размера и предназначена для осязания и обоняния. Кроме того, она отвечает за так называемое химическое чувство – различение запахов веществ искусственного происхождения, таких как спирт, ацетон, бензин и прочего. Эти ароматы улитки могут почувствовать на расстоянии
расстоянии 4 см. То есть это качество развито у них лучше, чем зрение. Интересно, что таким же чувством обладают и участки кожи улитки, расположенные в области дыхательных покровов головы, фронтальной поверхности тельца и у края ноги. Что касается обоняния улиток, то оно поистине феноменально. Например, капустный листик или фрагмент дыньки улитки могут ощутить на удалении в 50 см, а запахи древесных останков или прелых листочков улавливают на расстоянии 2 и более метров. И это, дорогие друзья, приличное расстояние. Перейдем к системе дыхания. Здесь улитки универсалы. Улитки, которые находятся в воде, дышат жабрами и растворенный в ней кислородом. Другие виды используют для дыхания легкое, расположенное в особом кармашке мантии, стенки которого насыщены множеством кровеносных сосудов. Живут улитки группами. Ночью, вечером или утром, когда становится попрохладнее, они выползают на поиски пищи. Едят они почти все: листья, червей, маленьких личинок, других живых организмов. Пропитание улитки разыскивают на ощупь и с помощью обоняния. Однако теплыми ночами улитки не только ищут себе корм, но и вторую половинку. Найдя друг друга, будущие родители затевают свадьбу. Они кружатся, касаясь друг друга щупальцами. Порой это продолжается несколько часов. Закончив ухаживание, улитки плотно прижимаются друг к другу и окружают себя слизью, чтобы не расклеиться во время спаривания. В это время в каждой улитке уже находится 10-12 зародышей. Что примечательно, у большинства улиток нет ни самцов, ни самок. Каждая из них во время спаривания является и будущим отцом, и будущей мамой одновременно. Вообще размножаются моллюски двумя способами. Одни откладывают икру или яйца, другие являются живородящими. Большая часть моллюсков гермафродиты, но существуют и раздельнополые виды. Орган размножения находится, как правило, на шее. У половозрелой особи появляется небольшой белый бугорок, который символизирует о готовности к спариванию. Через неделю-две после спаривания улитки роют неглубокую ямку и откладывают в нее яйца. Потом они засыпают кладку землей. Ну и, дорогие друзья, немного о значении улиток в жизни человека. Вряд ли наоборот. Улитки нас не сильно видят, и им до нас никакого дела. А вот человек видит хорошо. И присмотревшись, решил, что улитка не может быть просто улиткой, и начал извлекать из нее пользу в своих интересах. Иногда даже абсурдных, таких как улиточные бега. Также некоторые люди коллекционируют домики улиток. Ну и самое главное, он проверил, какая она на вкус. Мясо некоторых видов, например, виноградной улитки или горной, употребляется в пищу. Во французской кухне присутствует даже икра улиток. Для коммерческого получения мяса и икры улиток разводят на специальных фермах. Эта отрасль сельского хозяйства называется гелицикультура. Греки знали о том, что улитки съедобные, вкусные и питательные еще в древности. Ими они украшали свои праздничные столы. Древние римляне держали улиток в специальных улиточных садах и откармливали их, взятых из природы ароматическими травами, особенно тимьяном, придающим мясу улиток особый аромат и вкус. С давних времен улиткам приписывали способность излечивать различные заболевания. Недаром в Вавилоне и Египте символом вечности считались именно улитки. В течение некоторого времени слизь улиток как лечебное средство было незаслуженно забыто. Однако в последние годы ученые уделяют немало внимания изучению слизи улиток. Свойство слизи склеивать бактериальные клетки нашло применение в лечении заболеваний дыхательной системы, таких как бронхит, коклюш или силикоз. В старину народные целители садили улитку на кусочек сахара и после того, как он покрывался слизью, давали заболевшему коклюшем. Используя собственную слизь, улитка может полностью восстановить свою раковину. Благодаря таким мощным восстанавливающим свойствам слизь улитки нашла широкое применение в косметологии. Слизь обычных садовых улиток входит в состав многих современных косметических средств, так как обладает сильными антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Кроме того, слизь улитки имеет уникальное свойство создавать защитную пленку, которая не пропускает влагу, но при этом прекрасно пропускает воздух. Слизь улиток также обладает мощным регенерирующим действием. Впервые на это обратили внимание на фабриках по разведению моллюсков. У работников, занимавшихся их разведением, кожа рук напоминала детскую, причем ссадины и царапины на руках разводчиков заживали намного быстрее, чем у тех, кто не соприкасался с моллюсками.
улитками. Регенерирующие свойства слизи улиток обусловлены содержанием в ней алантаина, гликолевой кислоты, коллагена и эластина. Бальзамы и кремы на основе слизи улиток эффективно борются с растяжками, шрамами и акне. Слизь садовых улиток не дает аллергической реакции. Ну а раковины улиток люди используют в качестве сувениров. Однако далеко не все так мило и радужно. Многие виды улиток – специфичные хозяева для ряда паразитических беспозвоночных, а популяции некоторых видов улиток могут представлять собой природный очаг опасных заболеваний человека, таких как шистосомоз. Самую большую опасность представляют улитки, зараженные паразитическими червями вида шистосома. Если коснуться этих созданий, опасные черви проникают в организм через кожу и поражают желудочно-кишечный тракт. Основным симптомом заражения червями является дерматит – воспалительное поражение кожи. Тем не менее, несмотря на все вышесказанное, улитки стали очень популярными домашними питомцами среди бесстрашных людей-аквариумистов. Причины просты. Уход за этими экзотическими животными не требует больших временных и финансовых усилий, а живая природа всегда будет находиться рядом, радуя своей красотой и естественностью. Особенно такие улитки, как ахатины. И придя к вам домой, ваши гости будут в восторге. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.